Приветствую всех на канале Программфикс, у микрофона Нетли. В этом видео я хочу рассказать вам о том, как сделать анимацию подписки в Adobe Premiere Pro. Погнали! Для начала нам нужно перейти по ссылке в описании на Google Диск и скачать архив с нужными нам файлами. Далее, после того, как вы сделали все вышеперечисленное, мы открываем папку с нужными нам файлами. Далее мы видим три папки. Первая папка — это фонд. Там находятся все нужные шрифты для данных анимаций. Также мы видим папку Tutorials. Там находится мини-туториал о том, как правильно работать с данными анимациями. Также YouTube Pack. Там находятся сами файлы для наших анимаций. Первым делом мы открываем папку фонд. Здесь мы нажимаем комбинацию клавиш Ctrl+A и нажимаем установить. Далее возвращаемся обратно в YouTube Pack for Premiere Pro и копируем папку YouTube Pack. После этого переходим по пути локальный диск C, пользователя, User, AppData. Здесь мы открываем папку Adobe, Common, Motion Graphic Templates. И сюда мы вставляем нашу папку. Далее, после того, как мы все закрыли, мы можем спокойно открывать Premiere Pro. Как у нас открылся Premiere, мы создаем либо же запускаем любой проект Premiere Pro. В моем случае это будет тестер. После того, как у нас открылся проект, мы переходим в Windows Essential Graphics. Ребят, маленькая поправочка. Только на этапе монтажа я понял то, что все эти анимации можно найти с помощью двух букв. Это Y и T. Мы нажимаем Enter, и вот все эти анимации. Но теперь можно продолжить. В открывшемся окне Essential Graphics в поисковой строке вбиваем Subscribe. И здесь мы видим 5 анимаций подписок. Выбираем понравившуюся. Например, вот эта, моя любимая. Просто зажимаем и переносим на таймлайн. Здесь нажимаем Keep Existing Setting. И видим такую анимацию. Теперь нам нужно ее выровнять под разрешение нашей композиции. Для этого мы нажимаем по ней. Далее переходим в Effect Controls. В окне Effect Controls опускаемся в самый низ и находим здесь Scale. И выравниваем это значение под размер нашей композиции. Ну и вот мы видим нашу готовую анимацию. Теперь мы можем в этой анимации изменить текст. Для этого мы нажимаем на нашу анимацию и в окне Essential Graphics выбираем Edit. И здесь просто меняем надписи. Ползунком ниже текста мы можем менять размер этого текста. И также мы можем изменить шрифт. Но я этого делать не буду. Ну и вот полноценно готовая анимация. Теперь ниже вы можете добавить любую картинку или же видео. Ну и вот наша анимация готова. Думаю, получилось прикольно. Также в данном паке есть не только анимации подписки, но и также аутро и интро. Сейчас бы я хотел вам показать аутро. Для этого мы в поисковой строке Essential Graphics вбиваем End. И здесь мы видим 4 аутро. Мне понравилось первое аутро. Для того, чтобы его использовать, мы также берем, зажимаем и переносим на таймлайн. И также в окне Effect Controls меняем Scale. И вот мы видим шаблон outro. Теперь мы здесь можем поменять все надписи. И также иконки. Например, нам не нужны Twitter, Facebook и Instagram. Мы просто нажимаем Айка 1, Айка 2 и Айка 3. И меняем надписи. И вот после того, как вы поменяли везде текст, мы можем изменить цвета композиции. Здесь есть отдельное окно настройки цветов композиции. Также мы можем изменить цвет текста, цвет линий и цвет обводок. Для начала я хочу изменить цвет главного фона. Мне не нравится красный, я сделаю оранжевый. А второй цвет градиента я сделаю фиолетовым. И получается такое мини-оформление под Instagram. Также мы можем изменить цвет центральной части. Но я его менять не буду. Меняем цвет текста. Ну и в принципе наше аутро готово. Теперь мы можем все это спокойно зарендерить. Для этого мы переходим в файл, экспорт, медиа. Выбираем, куда сохраним наше видео и нажимаем экспорт. Конечный файл будет весить 40 мегабайтов. Ну вот такой результат у нас получился. Думаю, вышло неплохо. Ну а я надеюсь, вам это видео понравилось. Вы, конечно же, поставите лайк, подпишитесь на канал. Не забывайте про колокольчик, оставляйте свои божественные комментарии. Всем спасибо за просмотр, всем пока.